Ему было 25, ей 40. Он женился на женщине старше себя на 15 лет и прожил с ней в верности и любви 25 лет до самой ее смерти. Самые тяжелые годы рядом с одной женщиной. Одной. Это не портрет того, в чем его пытаются обвинить. После смерти Хадиджи он не искал молодую невесту, а взял в жены 50-летнюю вдову. Затем ему предложили брак с Айшей. И до него Айшу уже сватали за другого. То есть общество считало ее готовой к браку до того, как пророк, алейхиссалату вассалам, вошел в эту историю. Их знали лично тысячи людей, семья, община. Все были согласны, ни одного слова против. А ведь большинство жителей Мекки того времени искали любой повод опозорить и уничтожить его, алейхиссалату вассалам. Если бы в этом браке было бы хоть что-то ненормальное, они бы закричали первыми, но они промолчали. Потому что обвинять было не в чем. 13 веков этот брак не вызывал вопросов. Ни у мусульман, христиан, иудеев, ни у кого. Противников хватало всегда. Никто не атаковал с этой стороны пророка. 13 столетий тишины. И вдруг появились нападки. И вся их уверенность держится на одном допущении. Ребенок 9 лет сегодня – это то же, что девушка 9 лет в 7 веке в Аравии. Это заблуждение. Другой климат, другая среда, другое развитие. Полуостров, 50 градусов днем, холод ночью, средняя продолжительность жизни 40 лет. В таких условиях человек либо взрослеет рано, либо вообще не выживает. Генетика, индивидуальное развитие, сотни поколений адаптации. И это лишь то, что мы знаем. Тот, кто берет мерки 21 века и прикладывает к 7-му, судит о том, о чем не имеет знания. Ее отец Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху ан, любил дочь больше всех критиков, всех вместе взятых. Сам выдал ее замуж, был доволен. Ты переживаешь за нее больше ее собственного отца? Они делают это не ради Айши. Она ни разу не жаловалась. Когда ей предложили обеспеченность в обмен на развод, она ответила: я выбираю Аллаха и его посланника и обитель вечной жизни. Она выбрала бедность рядом с ним добровольно. Айша была счастлива. На вопрос, кто самый любимый для тебя человек, пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: Айша. Она гордилась этим браком до последнего дня. Через нее передана четверть шариата. Абу Бакр, Умар, Усман, Али обращались к ней за фетвами. Это не угнетенная женщина. Это женщина, обучавшая тех, кто построил исламскую цивилизацию. Все обвинения строятся на законах, которым от силы 1,5 века. По ним каждый нападающий может обвинить своих предков в педофилии, потому что ранние браки были нормой всего человечества повсеместно. И те, кто имеет хотя бы частицу совести, они прекрасно понимают, что такие обвинения являются предвзятостью или следствием больных сердец.